Всем привет! Сегодня мы будем шить бортик-лисичку. Выкройку построить несложно. Я покажу два способа, какую можно использовать выкройку. Проще сделать половинную выкройку. Я для наглядности сделала полную. Вам буду говорить, как делать половинную выкройку. Сначала нужно взять лист бумаги. Я склеила два листика размера формата А4. На этом листе бумаги нам нужно нарисовать для начала прямоугольник размером 15 сантиметров на 30 сантиметров. Это без учета ушка. Ушко еще плюс 8,5 примерно сантиметров. Вы можете, я на глаз рисовала и даю вам свои размеры. Ушко, как я уже сказала, высотой 8,5 сантиметров и основание 8 сантиметров от края. И примерно такой закругленный треугольничек нарисовала. Внутри можете рисовать тоже еще один треугольничек, можно не рисовать. Если будете рисовать, то примерно по сантиметру от края нужно отступить. Чтобы нарисовать вот эту мордочку, я отступила от края вот этого прямоугольника, который мы сначала рисовали, вниз 5 сантиметров. А здесь внизу, отсюда до носика, вот до сюда, 11 сантиметров. И плавненько, вот так вот закругленно рисую. Можно сначала нарисовать прямую линию, а потом аккуратненько закруглить. Можно сразу закруглить. Я нарисовала еще дополнительно ротик, улыбку. Носик можете сделать любого размера. Можно маленький, можно чуть побольше. У меня вот такой вот маленький. Он у меня размером 3 сантиметра боковые стороны. И основание 2 сантиметра получилось. Глазик я нарисовала произвольно. Чуть-чуть выгнуто кверху. И реснички так. Маленькая, средняя, большая. Это первый способ. При нем мы будем полностью вырезать детали тела и ушка вместе, и потом ушко набивать. Второй способ — это если мы ушко вырезаем отдельно и пришиваем его к бортику, не набивая его, то есть оно будет плоское. Для этого тогда мы срезаем ушко, оно у нас будет отдельно, и аккуратненько вот здесь вот закругляем. Можно так, можно не закруглять, в принципе, можно чуть-чуть закруглить. И ушко мы вырезаем отдельно. Я буду делать вторым способом. Теперь можно приступать к пошиву. Если будете тоже вторым способом делать бортик, тогда ушко, когда мы вырезаем, мы его потом складываем вдвое и проверяем, чтобы оно у нас было ровненько. Для пошива бортика нам понадобится хлопок. Можно взять любые расцветки. Я буду делать лисичку в сером цвете. Вот эта вот часть, вот эта вот, она у меня будет серого цвета. Остальная часть у меня будет со звездочками. Из ткани нам нужно будет вырезать две детали самого бортика, то есть головы нашей, и одну деталь нашей мордочки. Также вырезаем детали ушек. Я буду также вырезать их из серого цвета. И также, если вы будете делать внутреннее ушко, то можно сделать его либо из белой ткани, либо из такой же, что и все тело. Также нам еще понадобится черная ткань или фетр для носика и нитки мулине, чтобы вышивать глазки и ротик. Ткань перед пошивом не забываем обработать, чтобы она дала усадку и нити все стали на место. Сначала ткань нужно замочить в теплой воде, далее дать ей высохнуть, но не до конца, чтобы она была слегка влажной, и несколько раз прогладить утюгом с паром.
Если же вам нужно быстро ткань подготовить к пошиву, тогда достаточно будет ее увлажнить из пульверизатора и также несколько раз прогладить с паром утюгом. Чтобы вырезать детали нашего бортика, складываем ткань лицом внутрь, прикладываем нашу выкройку так, чтобы еще оставалось место на припуске. Можно приколоть, чтобы не сместилась выкройка. Ровненько к краю. И по всему периметру добавляем припуски сантиметр. Можно нарисовать, можно сразу вырезать. Таких вырезаем 2 детали. Также вырезаем нашу мордочку. Также складываем лицом к лицу нашу ткань и обрисовываем вот эту вот часть. Мы рисуем без припуска, а верхнюю часть мы прибавляем припуск также 1 сантиметр. То же самое и ушки. Мы обводим, только мы везде добавляем припуск сантиметр. Ушек должно быть 4 детали у нас вырезано. Вот такие у нас детали получились. 2 вот такие детали. Одна вот такая деталь. Ушки 4 серых детали и 2 маленьких детали, если вы будете делать светлые внутриушки. Берем одну часть, одну откладываем в сторону, совмещаем вот таким образом. И строчкой зигзаг мы прострачиваем. Можно любыми нитками, которые подходят в тон. Также на одну из частей, на лицевую, мы настрачиваем ушко. И также желательно, если у вас есть флизелин, также одну сторону желательно проклеить флизелином. Ну, когда я буду шить, я покажу. Вот эту часть тоже желательно проклеить флизелином, если у вас ткань рыхлая. У меня сатин, он такой плотненький, я не буду проклеивать его флизелином. Прострачиваем зигзагом. Выставляем на машинке строчку зигзаг и длину стежка примерно на единичку. Прострачиваем так нашу мордочку. Вот что у нас получилось. Теперь нужно хорошенько прогладить, чтобы убрать вот эти вот складки. И точно так же зигзагом мы пришиваем к нашим ушкам, к лицевой стороне эту вот белую детальку, светлую детальку. Я вырезала такой же треугольничек из флизелина. И для этого мы кладем лицом вниз нашу деталь. И флизелин, если будете приклеивать, то вот эти вот пупырышки с одной стороны, с другой стороны флизелин гладкий. И накладываем вот этими пупырышками вниз. Выравниваем и проглаживаем утюгом, оно все прилипнет друг к другу. И точно так же можно для этой детали повторить, продублировать флизелином и зигзагом пристрачиваем. Вот так вот у нас получилось. Теперь складываем наши треугольнички лицом к лицу, скалываем булавками и прострачиваем где-то на полсантиметра. Низ мы не прострачиваем, только боковые стороны. Далее мы подрезаем вот здесь уголок, не доходя до строчки, и делаем небольшие насечки. Также не доходя до строчки, чтобы строчка не распустилась.
Теперь выворачиваем на лицевую сторону. Аккуратненько расправляем наш уголок. Можно воспользоваться палочкой. И аккуратненько опять же проглаживаем, чтобы наше ушко было ровненьким. Далее нам нужно на нашей лицевой детали нарисовать глазки. Для этого мы прикладываем нашу мордочку к середине, чтобы было ровненько. И карандашом простым с помощью так точечек обозначаем и потом соединяем эти точечки. Также можно сейчас пришить носик. Пришиваем нитками в тон. Я использую фетр, поэтому буду прошивать обычной строчкой по периметру. Вот мы пришили носик. Теперь вышиваем глазки. Для этого берем нитки мулине, 2 нити. Также нам понадобится пяльца. И вышиваем наши глазки по нарисованному контуру. Один глаз и второй также. Вот мы вышили глазки, также ротик вышили и проглаживаем, чтобы было все ровно и красиво. Теперь можно пока что отложить эту деталь и займемся завязкой. Завязки можно использовать любые, либо атласные ленты, либо репсовые ленты, можно тонкие тканевые завязки. Я буду пришивать 2 большие широкие завязки по серединке. Для этого мы берем прямоугольник длиной 60-70 сантиметров, можно длиннее. Я думаю, 70 сантиметров достаточно. Я отрезала 70 сантиметров. И шириной 12, 13, либо 14 сантиметров. У меня 14 сантиметров. Мы берем, складываем лицом к лицу нашу завязку. Можно сколоть булавками. Я в серединке сколю. И чтобы наши ленточки были красивые, мы немного скосим угол. Я отступлю где-то сантиметров 10. И вот так проводим линию. Обрезаем только с одной стороны. Вторая сторона у нас будет пришиваться к бортику. И также вторую нашу завязку. И далее мы просто прострачиваем отсюда по длинной стороне. Это мы оставляем, чтобы вывернуть нашу завязку. Точно так же и вторую. Прострачиваем либо на полсантиметра, либо на ширину лапки. Уголки вот здесь срезаем, не доходя до строчки, и можно выворачивать.
Аккуратненько выравниваем нашу завязку и приглаживаем утюгом, чтобы наши швы были ровненькие. Вот наши завязки готовы. Теперь можно собирать нашу лисичку. Прикалываем ушки, отмеряем от середины одинаковое расстояние. Я отмерила по 7 сантиметров. И вот так вот мы прикладываем наши ушки ровненько, чтобы они у нас были одинаковые. Прикалываем булавками в нескольких местах. Далее мы смотрим, где у нас серединка, ровненько так загладим. Вот у нас серединка. И прикладываем наши ленточки тоже к серединке. Вот таким образом, чтобы наш конец был снизу, вот так. То же самое с другой стороны. Вот эта часть у нас внизу. И накладываем нашу заднюю часть лицом вниз. Все это мы также скалываем булавками и прострачиваем по периметру на ширину лапки, либо на сантиметр, смотря сколько вы оставляли припуски. И внизу оставляем место, чтобы вывернуть наш бортик. Когда мы прострочили, убираем булавки. Вот эти нижние уголки мы срезаем под углом 45 градусов. Также вот эти вот кусочки ушей мы также подрезаем, чтобы они у нас не торчали. Если есть что-то лишнее, то тоже срезаем. Теперь можно выворачивать, только аккуратненько, чтобы не пораниться булавками, которыми мы закрепляем ленточки и ушки. Можно их так сразу вытащить и убрать. Аккуратненько выравниваем. И проглаживаем нашу лисичку. Также заглаживаем, заутюживаем вот этот вот шов, чтобы хорошо было его удобно зашить потайным стежком. Теперь можно набивать наш бортик. Я буду использовать холофайбер в виде шариков, так как после стирки он хорошо возвращает свою форму и бортик красиво выглядит. Его можно стирать в стиральной машинке. Начинаем сверху. Набиваем достаточно плотненько. Заполняем так весь бортик.
После того, как мы набили, можно отверстие заколоть булавками и зашить потайным стежком, либо в край на швейной машинке. Я буду зашивать потайным стежком. На этом наш бортик лисичка готов. Вот такая милая она получилась. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И подписывайтесь, если не подписались. До встречи!